Представьте себе ситуацию, вы нашли какой-то интересный пост, либо какую-то свежую новость в интернете, и вы бы хотели на основе этого поста сгенерировать контент для своих социальных сетей, для Инстаграма, для Тредса, для Твиттера, для Дзена, для ВК. И все это желательно быстро и в один клик, может быть еще для Телеграм. Смотрите, в этом видео я вам покажу, как работает подобная автоматизация, которая генерирует контент на основе каких-то новостей, либо на основе какого-то интересного поста, который вы нашли в интернете. Смотрите, как это работает. Значит, я нахожу какой-то интересный пост в интернете. Например, мне понравился вот этот вот пост. Я хочу на его основе сделать себе больше контента. Я захожу в свой Notion, и здесь нет никаких постов. Я создаю новый пост. И сюда просто добавляю ту ссылку, на основе которой мне необходимо, соответственно, сделать свежий пост. Все, я закрываю, и дальше я перехожу в свою автоматизацию, нажимаю одну кнопку, либо выставляю все по таймеру, например, через каждые 12 часов, чтобы мне система генерировала посты на основе тех ссылок, которые я нашел в интернете. И смотрите, и сейчас происходит магия, происходит запуск процесса создания контента. В данном случае у меня контент создается для Threads и для X, то есть для Твиттера, который я публикую и в Threads, и в X. Дальше создается пост для Instagram и создается пост для моего телеграм-канала. Все эти посты создаются на основе тех промптов, которые, соответственно, забиты вот здесь. Но автоматизация, она как бы выглядит таким образом. Все, процесс создан, контент создан. Сейчас мы переходим в свой Notion и видим здесь только что созданные посты на основе вот этой вот новости. Значит, что здесь? Здесь ушла идея, здесь появились готовые публикации, здесь появился черновик, который уже обработал ту новость, которую мы в него закинули. Значит, давайте посмотрим, как выглядят посты. Пост про продажи через Инстаграм. Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться потрясающей стратегией, которая помогла мне повысить продажи в Инстаграм без каких-либо затрат на рекламу. Пост для Инстаграм. Хотите увеличить продажи через Инстаграм без рекламы? Вот проверенная стратегия от того-то, того-то, чтобы сделать это легко и эффективно. Пост для Threads. Хотите продавать больше через Инстаграм, бесплатной рекламы, предлагает проверенную стратегию. Ну и, соответственно, основные сноски с этой статьи. То есть я нашел статью, закинул ее в Threads, и мне система автоматизации через Make автоматически сгенерировала целых 3 поста для 3 социальных сетей. Количество постов здесь мы можем как бы варьировать вне зависимости от того, что мы здесь хотим. Но давайте еще. Вот я нашел такой сайт и нашел вот такую вот, например, новость. Я беру опять эту новость, просто копирую, добавляю в свой Notion, новый пост, добавляю ссылку на донор, нажимаю ОК, все, у меня появился новый пост, новый URL, который необходимо отрабатывать. Захожу в Notion, и в данном случае я показываю все это, как работает вручную. Но мы можем выставить, не можем выставить, мы выставляем здесь автоматизацию, которая раз в 12 часов проверяет те ссылки, которые мы, соответственно, ему добавляем. И он нам генерирует раз в 12 часов определенное количество постов, которые нам необходимо отправить в социальные сети. Можем, конечно, мы здесь еще и дополнительную автоматизацию подключить, то есть чтобы все это еще сам он отправлял в социальные сети, но я как бы занимаюсь тем, что я больше проверяю, соответственно, я проверяю, стоит либо не стоит публиковать этот пост. Все, система завершила процесс работы, и теперь у меня должно появиться несколько здесь дополнительных постов. Давайте обновим, и у меня появилось несколько новых постов. Система нам создала несколько новых публикаций на основе той публикации, которую мы создали, соответственно, в первый раз. Это очень удобно. Давайте в этом видео я вам подробно покажу, как вы можете создать подобную структуру, систему, которая будет вам автоматически создавать статьи из каких-то материалов, которые вы найдете в интернете, и ваша основная задача будет просто искать какие-то новые интересные новости в интернете.
Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и давайте построим ту самую автоматизацию. Значит, смотрите, что нам понадобится, сразу скажу. Нам понадобится сервис Make, где мы будем создавать ту самую автоматизацию. Нам понадобится сервис Notion, где мы будем создавать так называемый календарь автоматизации. То есть, где я вам показывал всю эту систему, как она работает. Мы все это будем, соответственно, отправлять в Notion для того, чтобы потом в будущем удобно нам было постить тот контент, который мы заливаем. Можно, конечно, использовать Google, всякие таблицы, но, на мой взгляд, Notion сегодня обладает намного большим функционалом, чем те же Google таблицы. Ну и мы также будем сервис Perplexity использовать для того, чтобы собирать все те самые новости с разных источников и обрабатывать тот контент, который мы будем создавать. Ну и, конечно же, нам понадобится чат GPT, либо, может быть, вы не захотите использовать чат GPT, вы можете использовать без проблем Cloud, то есть какая-то нейросеть, какой-то искусственный интеллект, который займется всей той работой. Значит, сразу же скажу, что вы можете не составлять этот процесс, вы можете его просто скачать. Под этим видео есть ссылка на мой телеграм-канал, где есть раздел «Полезные видео» на тему искусственного интеллекта. И здесь огромное количество видеоуроков по искусственному интеллекту, а самое главное, здесь прикреплены те шаблоны, которые, соответственно, мы здесь с вами разрабатываем. И вы можете полностью просто взять, скачать тот шаблон, который вам нужен, и дальше его просто импортировать в сервис Make уже со всеми промптами, уже со всеми запросами, уже полностью готовая структура. Вам останется только авторизоваться в тех сервисах, которые необходимы, и у вас будет работать, грубо говоря, ваша автоматизация в один клик, и вам ничего дополнительно создавать не нужно будет. Значит, ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. Также в телеграм-канале есть база промптов для изображений, список сервисов для работы, различные промокоды на различные сервисы, поэтому я искренне всем рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылка и все подробности находятся под этим видео. Значит, хорошо, давайте уже создавать ту самую автоматизацию. Что нам понадобится? Нам понадобится для начала сервис Make, и мы нажимаем кнопку Create New сценарий. То есть, грубо говоря, мы сейчас с вами будем создавать новый сценарий, и я вам по шагам покажу, как этот сценарий создается. Значит, прежде чем мы начнем создавать этот сценарий, сразу же скажу, что этот сценарий, его преимущество, что он запускается сам. То есть мы с вами поставим дальше таймер, и раз, например, в час, либо раз в сутки, либо там раз в 12 часов этот сценарий будет автоматически запускаться и генерировать вам контент для ваших каналов, для вашего телеграм-канала, для вашего, может быть, инстаграм-канала, для канала Дзен, либо, может быть, просто для вашего блога. Он сам все это будет генерировать, и если поставить там дополнительную автоматизацию, то он может все это отправлять в телеграм, но я предпочитаю использовать именно Notion, чтобы он всю эту информацию отправлял именно в Notion. Хорошо, значит, что нам для начала понадобится? Нам для начала понадобится подготовить вот такого вот вида таблицу в Notion. И давайте сейчас этим займемся. То есть мы заходим в Notion, нажимаем Privat, выбираем Add Page. Сразу же настраиваем вид, чтобы это был полный вид. Так, на мой взгляд, немного удобней для работы с функционалом. Значит, нам необходимо назвать этот сценарий, и давайте его назовем «Автогенерация контента». Такое интересное название. Значит, следующее, что нам необходимо сделать, это выбрать, можно, конечно же, иконку, так будет намного удобнее в будущем разбираться, да, какой где у нас сценарий, какая автоматизация. Я всем показываю свою автоматизацию создания сценариев для Reels. То есть здесь идеи для Reels, здесь снятые Reels, здесь размещенные Reels, и все в один клик, соответственно, создается и генерируется, а также с помощью сервиса автоматизации Make. Значит, хорошо, переходим в автогенерацию контента, выбираем ему какой-то логотип, какую-то иконку, да, которая будет использоваться. Ну, давайте выберем вот такую вот иконку. Пускай это будет коричневый, да, коричневый цвет я еще нигде не задействовал. Хорошо.
Дальше нам необходимо поставить две колонки. Деление, соответственно, всей страницы на две колонки. И теперь у нас появилось, соответственно, две колонки. Вот первая колонка, вот вторая колонка. Значит, чтобы они выделялись цветом, я предпочитаю вот переходить в настройки и выбирать раздел. То есть переходим сюда и выбираем раздел Callout. Вот. Удобнее будет ориентироваться, соответственно, по нашей работе. Значит, здесь у нас будет сам календарь, сама таблица. Здесь будут кнопки, которые будут, при нажатии которых мы будем создавать, соответственно, кидать ему в работу новые статьи. Значит, как должны называться эти колонки? Во-первых, давайте тоже для них выберем какие-то иконки. Значит, эта колонка будет называться, например, центр создания сценариев, центр генерации контента, а здесь уже будет непосредственно центр постов. Ну, либо центр не генерации контента, а центр контроля, да, командный центр. Назовем его так. Следующее, что нам необходимо сделать, это в командном центре создать кнопку, с помощью которой мы будем создавать идеи для будущего контента в один клик, то есть куда мы будем собирать все новости. Для этого мы выбираем кнопку, называется button, выбираем кнопку, и мы просто берем вот этот вот раздел, пока сюда ничего не добавляем, и вот его вот таким вот образом перетаскиваем сюда. То есть у нас здесь появилась какая-то кнопка, которую мы в будущем настроим. Сейчас просто внешний вид сделаем. И еще один раздел, который нам необходимо сделать, это раздел так называемый с базой данных. Так его и назовем, база данных, но для начала введем следующую команду. Также вот команда callout, и вот эту вот базу данных мы просто возьмем и перенесем вот сюда. Вот так вот, во вторую колонку. Значит, это у нас будет база данных. Примерно вот в таком вот виде сейчас у нас все это выглядит. Сейчас нам необходимо создать уже непосредственно саму таблицу, с помощью которой и будет отвечать за генерацию контента. Для этого мы вводим следующую команду. Нам необходимо создать таблицу Database Full Page, то есть это создается, смотрите, отдельная таблица, отдельная страница для этой базы данных. Мы ее здесь пока назовем контент для соцсетей. То есть мы можем с этой таблицей работать в принципе как угодно. То есть мы можем создавать какие угодно здесь какой угодно контент для наших социальных сетей. И вот это вот контент для соцсетей, она как бы открылась в новой вкладке. Давайте ее перейдем сюда. Вот этот контент для соцсетей. Мы сейчас его просто перенесем в базу данных. И он, соответственно, уже будет располагаться в нашей базе данных, где мы можем в один клик всегда обратиться к этой таблице. Сейчас нам нужно настроить, соответственно, эту таблицу. Давайте добавим иконку какую-нибудь тоже. Пускай будет такая иконка. И, смотрите, она автоматически здесь подгрузилась. То есть сейчас мы можем в один клик просто переходить в эту таблицу прямо с этой страницы. Потом покажу, почему это очень удобно. Значит, сейчас нам необходимо настроить эту таблицу таким образом, чтобы мы здесь могли фильтровать тот контент, который мы создаем, чтобы в будущем нам было удобно. Вообще мы можем этого ничего не делать, грузить все это в Google таблицу, но это неудобно. Когда мы создаем отдельную навигацию в Notion, нам будет в будущем удобно это все использовать. Вот посмотрите, еще раз говорю, мои сценарии для Reels, они удобны. То есть мы здесь видим фильтрацию, какие рилсы нужно снять, какие уже сняты, где сделан монтаж, какие рилсы размещены. Все это находится в удобном календаре. Плюс мы можем смотреть все это в формате календаря, то есть когда это все размещалось, когда снималось, дата съемки, дата публикаций и, соответственно, сами публикации, они здесь уже без фильтра разбиты. И очень экономит огромное количество времени, вот когда мы предварительно делаем такую работу именно в Notion. Значит, хорошо. Автогенерация контента, командный центр, контент для соцсетей и центр постов. Все это мы подготовили. Давайте заходим в контент для соцсетей и настроим сейчас эту таблицу. Первое, что нам необходимо сделать, это вот переименовать этот раздел. Он называется Name. Давайте его назовем как название поста. Эта колонка, она будет по умолчанию всегда здесь располагаться, поэтому мы ее здесь менять не можем. Следующая колонка, которая нам нужна, это так называемая ссылка на донор, URL на донор. Единственное, я немного поторопился и создал ее немножко в другом формате. Значит, нам необходимо ее откорректировать и выбрать, соответственно, какой это будет тип контента. Давайте ее полностью удалим, она нам сейчас не нужна.
удаляем и здесь создаем новую колонку, выбираем, что это будет текст. Это будет текст и называем ее URL на донор. То есть она должна быть именно в формате текста. Это будет вторая колонка, которую мы будем использовать. Следующая колонка это будет сам пост. Это тоже будет в формате текста. Это будет пост, да, вот, где будет располагаться наш основной и главный пост. Смотрите, также вы можете выбрать, соответственно, каждому названию какую-то отдельную иконку, но можете, сейчас мы на это тратить как бы время не будем, потом можете самостоятельно все это сделать. Значит, следующая колонка, какая нам будет необходима, это так называемая колонка со статусом. Колонка статус, она, вот, смотрите, она имеет такой вид, мы ее выбираем, и здесь мы будем прописывать, соответственно, статус тех постов, либо тех публикаций, которые мы будем создавать. Значит, какие статусы мы будем использовать? Давайте первый статус, это будет статус подготовки, то есть статус, когда мы только закидываем новую ссылку для генерации будущего контента. Так и назовем здесь новая ссылка, или чтобы было видно, удобно, новый URL. И давайте его обозначим красным цветом, то есть это будет статус, который и будет иметь новый URL. То есть это будут те доноры, которые мы будем размещать. Значит, следующий статус, это будет статус, вот смотрите, вот он здесь, in progress. Мы здесь вобьем два статуса. Например, готов к публикации, и второй идет публикация. Значит, для того, чтобы... Так, все убежало. Для того, чтобы мы выделяли их по назначению, например, готов к публикации у нас пускай будет желтый, да, статус, а идет публикация, он, соответственно, будет синий. И давайте вот такое троеточие, как будто идет сейчас процесс той самой публикации. И в завершение нам необходимо выбрать те статусы, которые вот дан, например, статус опубликован, и добавить сюда еще статус в архиве. Статус в архиве мы также изменим его цвет для того, чтобы, ну давайте вот в таком вот виде он будет, в таком цвете он будет иметь этот статус, и все, у нас появились статусы, то есть это новый URL, готов к публикации, идет публикация, опубликован в архиве. Эти статусы мы можем менять вручную, а может менять либо будет менять наша автоматизация. Например, когда мы будем отправлять новый URL, он будет менять статус на уже опубликован. И эти статусы, соответственно, будет менять сама система. Но мы с вами еще забыли про один статус. То есть у нас новый URL, а мы сделаем еще один сюда, добавим статус. Давайте назовем его опубликованный URL. То есть, чтобы мы в будущем не понимали, какой URL мы уже опубликовали, а какой еще нет, соответственно, мы изменим его статус. Будем менять его статус, и давайте его сделаем каким-нибудь серым, да, вот, например, чисто серым, что это опубликованный URL, и его куда-нибудь вниз сюда разместим. Все статусы у нас готовы, переходим к следующей колонке. Следующая колонка будет как раз отвечать за нажатие той самой кнопки. Значит, здесь ищем следующий раздел Button, вот он, кнопка, и пока давайте ее оставим без внимания и перейдем к следующей колонке, а чуть позже мы настроим уже принцип и работу действия этой кнопки. Следующая колонка, которая нам будет необходима, это так называемая колонка с ссылкой на изображение. Давайте вот выберем статус ее URL. Ее название будет URL на картинку, то есть это будет ссылка на картинку, которую также мы можем прикрутить, и она будет, соответственно, автоматически создаваться с помощью нашего сценария. И последнюю колонку, которую мы создадим, это колонка с платформами. То есть здесь мы выбираем Select, прописываем платформы, и сюда мы сейчас должны вбить несколько платформ, которые, соответственно, мы будем использовать. Например, платформа Threads. Это инстаграмовская платформа, в которой мы, соответственно, можем размещать посты. Следующая платформа, чем-то она напоминает Twitter, поэтому я здесь размещаю Threads и X. То есть этот контент создается именно для платформы бывший Twitter и для Threads, для инстаграмовской платформы, куда я публикую, то есть недавно тоже начал публиковать новости различные. Следующая платформа Instagram.
платформа, которая, к сожалению, запрещена в нашей стране, но, соответственно, мы туда все равно постим и будем ее создавать. Следующая платформа Telegram. Следующая платформа Zen и, например, ВК. Да? То есть, в принципе, этих платформ, этих платформ нам будет достаточно для работы. Вы можете создавать, либо сюда добавлять те платформы, которые вы считаете нужным. То есть я считаю нужным, что у меня здесь остается только Zen, Telegram, Insta и Threads. Вот эти 3 платформы, соответственно, я использую. Для постинга я не использую YouTube. То есть для YouTube у меня отдельная таблица, с которой я, соответственно, работаю. Здесь же мы говорим, речь идет именно про работу с платформой. Хорошо, значит, платформу я поменяю местами с URL на картинку, и вот таким вот образом у меня сейчас будет выглядеть моя таблица. Значит, что мне нужно сделать? Во-первых, я, наверное, раздел с постом его немного увеличу, и теперь мне необходимо настроить, соответственно, вот эту вот ссылку button, то есть настроить кнопку. Как это сделать? Значит, мы заходим в настройки. Здесь прописан статус, то есть когда кнопка нажимается, что происходит? Мы добавляем Add Actions, то есть добавляем действия. Здесь меняем статус, например, на идет публикация. И как только сейчас мы, например, будем нажимать на эту кнопку, смотрите, да, вот как это происходит. Мы нажимаем на кнопку, он меняет статус на идет публикация. Все, один раз нажали, и статус изменился. Конечно, мы можем вручную, да, изменить потом этот статус, но мне кажется, когда мы нажимаем на кнопку, это идет такая магия, что вот в одно касание уже идет публикация, меняется внешний вид. Ну, по крайней мере, это визуально красиво, да. Назовем ее кнопка, и, соответственно, все. Здесь каких-то больше дополнительных настроек мы делать не будем. Да, давайте еще раз настроим и изменим ее внешний вид. Хорошо? Все, идет публикация. То есть мы нажимаем на эту кнопку и меняется статус. Все, таблица у нас настроена. Переходим в главное меню. И здесь нам необходимо прописать следующую команду. Мы называем слэш. Здесь вбиваем слово link. View Database. Выбираем Database и выбираем ту базу данных, которую мы хотим, чтобы она отображалась здесь. База данных, напоминаю, у нас называется контент для соцсетей. Контент для соцсетей. Мы ее выбираем. И смотрите, вот эта вот база, вот эта таблица, она тут же автоматически, значит, появляется вот здесь. Единственное, нам необходимо ее перенести в наш центр управления постами, центр постов. Вот таким вот образом она сейчас будет располагаться, да, визуально будет намного симпатичнее выглядеть. Ну, давайте вот это название уберем, чтобы оно не отображалось, мы его спрячем. Мы и так знаем, что это база данных. Кликаем на новую таблицу и, соответственно, используем также эту контент для соцсетей. Также убираем его название. И, соответственно, у нас вроде бы появились одинаковые таблицы. Сейчас расскажу, для чего это необходимо сделать. Здесь еще добавим еще одну и также, соответственно, спрячем название. Значит, здесь нам необходимо переименовать эту таблицу, переименуем ее в идеи. То есть это будут у нас идеи, куда мы будем, соответственно, скидывать все данные. В идеях нам необходимо, чтобы отображалось только, например, название, URL на донор и, соответственно, статус. Как это настроить? То есть мы переходим в настройки вида, и здесь, соответственно, есть такой раздел, вот он, мы отключаем те названия, которые нам необходимы. Например, здесь нам не нужен пост, здесь нам не нужна кнопка, например, здесь нам не нужна платформа, и URL картинки нам также не нужен. У нас будет таблица иметь следующий вид, то есть это название поста, URL на донор и, соответственно, его статус. Также мы, чтобы у нас здесь не сливались те идеи, которые, например, уже прошли, которые уже опубликованы URL, чтобы он здесь не смешивался, да, когда у нас три строки, это не так визуально видно, но когда у нас будет там 100 строк, мы не хотим, чтобы вот этот статус с этой таблицы, он здесь отображался. Соответственно, мы здесь включим фильтр на статус.
статус здесь должен только отображаться новый URL. То есть здесь будут отображаться только те свежие новые URL, которые мы хотим добавлять в эту таблицу. Все. Все остальные, соответственно, они будут в других разделах. То же самое, по такому же принципу мы настраиваем, ну и давайте изменим, соответственно, в картинку. Здесь, если это у нас идеи, то пускай вот такой вот значок будет идей. Следующая таблица, значит, этот раздел с уже постами, готовы к публикации. Значит, что мы здесь оставляем, какой вид? Здесь мы должны убрать URL на донор, то есть мы переходим в настройку, убираем URL на донор. Здесь только название поста, пост, его статус будет и, соответственно, кнопка, с помощью которой мы можем менять опубликованный на не опубликованный. Оставим также платформу и URL на картинке тоже, в принципе, здесь можно оставить. И поменяем немного расположение объектов. То есть сначала у нас будет статус. Нет, сначала у нас будут платформы, то есть на каких платформах будет размещен тот или иной контент. Дальше у нас будет название поста, дальше статус. И вот этот вот сам пост, текст поста нам, в принципе, тоже здесь не нужен. Мы его тоже отключаем. Кнопка у нас будет менять статус, и нам также URL картинки, ну, в принципе, она здесь тоже ни к чему, давайте ее тоже визуально уберем. Все, и у нас таблица становится намного аккуратней. И изменим название, соответственно, этого раздела, изменим название на «Готовы к публикации», и сюда добавим вот такую вот иконку. Все, здесь у нас располагается идея. Здесь посты, которые готовы к публикации. Но чтобы они не отображались, например, вот эти вот новые URL, мы также ставим фильтр. И здесь оставляем фильтр на статусе. Здесь будут отображаться, то есть готовы к публикации и идет публикация. Только эти посты здесь будут отображаться. Смотрите, если мы просто изменим здесь статус на готов к публикации, то он тут же появляется здесь и располагается, соответственно, здесь. Кликая на кнопку «Идет публикация», у нас меняется опять же статус. И третья таблица, мы ее также изменяем название на архив, да? То есть здесь уже будет располагаться то, что опубликовано. Изменяем ее название на архив и изменяем вид. То есть здесь это будет URL на донор, нам здесь не нужен. Нам не нужен, соответственно, пост сам. Нам нужно только название поста. Кнопка нам здесь тоже не нужна. Платформа оставляем. И URL на картинку здесь, в принципе, тоже не нужен. То есть здесь будет статус, название вот платформа, статус и, ну, либо платформа, название поста и статус. Этого, в принципе, будет достаточно для того, чтобы понимать, да, какие публикации уже опубликованы и какие публикации находятся в архиве. Здесь мы также ставим фильтр на статус, и статус здесь будет только опубликованные и в архиве. То есть здесь будут располагаться только посты, которые уже прошли публикацию, которые находятся в архиве. В итоге у нас появилась вот такая таблица, где есть идеи, где есть готовы к публикации посты, и есть архив. Значит, нам еще осталось настроить вот эту кнопку. Эта кнопка будет отвечать на то, чтобы мы могли в идеи быстро в один клик добавлять, соответственно, ссылки на эти идеи. Как это сделать? Мы переходим в настройки поста и здесь, соответственно, прописываем, что будет происходить при клике на эту кнопку. Мы добавляем то есть новое действие, и здесь add page to, то есть как бы создание нового поста. Создание нового поста в какой базе данных? Контент для соцсетей. Значит, здесь название поста будет называться, ну, по умолчанию можно вот такое оставить, потому что мы с помощью make будем изменять название. И здесь нам необходимо прописать еще статус, то есть изменить его статус, что это будет статус именно новый URL. То есть, когда мы будем нажимать эту кнопку, у нас система будет менять статус на новый URL. Так, что-то я не настроил внешний вид. Давайте еще настроим внешний вид этой кнопки. Значит, во-первых, мы сменим его. Вот, давайте вот фиолетовый взяли, вот фиолетовый. И здесь пропишем пуск, например. Или новый пост. Новый пост. Хорошо. И теперь смотрите, да, вот когда... Давайте еще... И, соответственно, мы здесь еще пропишем... чтобы нам открывался как бы слайд-бар. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть нажимаем Open Page и здесь выбираем Side Pick. Вот таким вот образом. Окей. Значит, смотрите. И вот этот вот статус можно убрать.
Вылезла небольшая ошибка, потому что мы не добавили, соответственно, где он будет размещаться. Это будет New Page Add. Вот, добавление нового поста. Хорошо, нажимаем Done. И все. Значит, создаем новый пост. У нас вылезает это окно. И здесь URL на донор, статус, URL на картинку, кнопка, платформы, пост. Значит, здесь мы также должны настроить внешний вид. И для этого мы просто уберем те статусы, которые нам не нужны. Например, нам не нужно, чтобы здесь располагался статус. Мы и так знаем, что он так будет иметь статус новый URL, поэтому мы его отключаем. Нам не нужна здесь кнопка, мы ее отключаем. Нам не нужен здесь пост, мы его отключаем. Нам не нужна здесь платформа, и мы ее отключаем. Все, у нас есть только URL на донор, URL на картинку, ну тоже отключим. Давайте, пускай статус будет отображаться. Значит, все, у нас только URL на донор и, соответственно, статус будет отображаться. Здесь мы будем прописывать название. Все, с Notion мы, в принципе, разобрались. Теперь переходим в сервис Make для того, чтобы создать ту самую автоматизацию. Значит, мы создали новую автоматизацию. Здесь прописываем первый шаг. Первый шаг – это чтение данных с нашей базы данных. То есть мы выбираем Notion, с нашего Notion. Watch Database iTeams. То есть он будет читать с нашей базы данных нашу автоматизацию. Здесь мы добавляем новую, так как мы создали эту новую автоматизацию. Здесь нам необходимо выбрать Notion Public и, соответственно, прописать то название. Это автогенерация, например, контента, да, который мы создаем. То есть он будет... То есть мы здесь прописываем автогенерация контента. Нажимаем Save, сохранить, открывается новое окно, в которое нам необходимо подключить сервис Make к нашему Notion. Select Page и ищем нашу автогенерацию контента. Добавляем. И теперь сейчас он найдет автогенерацию контента, и он ищет, соответственно, базу данных, с которой необходимо работать. Нам необходимо сейчас выйти вот сюда, вот, в раздел «Контент для соцсетей», который мы прописывали, скопировать его название, перейти в Notion и найти этот раздел «Контент для соцсетей», прям точно так же скопируем. Теперь он должен нам дать ID этих соцсетей. Здесь мы выставляем, сколько постов сразу же мы хотим генерировать. Ну, пускай будет 5 постов. Нажимаем ОК. И здесь выбираем From Now On, то есть созданные только что. Здесь мы можем сразу же подключить таймер, например, через сколько минут, раз какой периодичностью он будет, соответственно, проверять. Например, 60 минут это час, да, у нас 60 минут это час. Мы, соответственно, здесь можем поставить, например, 10 часов, то есть 720 минут. И через каждые 720 минут, через каждые 12 часов он, соответственно, будет проверять эту автоматизацию, не добавлен ли в этот календарь что-то новое. Если вы хотите поставить чаще, то вы, соответственно, меняете количество часов, количество минут на другой период. Значит, следующее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо подключить Perplexity. Perplexity он будет генерировать, он будет собирать больше новостей. То есть мы нашли какую-то новость, и нам необходимо эту новость подкрепить какими-то дополнительными сведениями, да, чтобы мы не только отталкивались от одной новости, а также собрали всю эту информацию в интернете и сделали из нее какой-то summary, на основе которого искусственный интеллект будет генерировать нам посты. Выбираем Create a Chat Completion, и здесь нам необходимо подключить наш Perplexity. Как это сделать? Мы набираем Add, дальше переходим в раздел Perplexity, переходим в раздел Настройки в Perplexity, и здесь есть раздел API. В раздел API у вас есть ключ, который вы создаете непосредственно в Perplexity. Добавляете ключ, нажимаете Generate, у каждого из вас будет по $5 в Perplexity, и они будут, соответственно, вам бонусные доллары выдаваться каждый месяц, если я не ошибаюсь. И вот этот вот API ключ вы сюда добавляете. После этого вы добавляете вот сюда вот добавляете API ключ, и после этого у вас появляется связь с Perplexity. Вы выбираете модель. Я рекомендую использовать модель Perplexity, она самая дешевая. Mixtral, то есть она вообще там
копеек, меньше, чем центы за каждую статью вы будете платить, там 0,001 цент. Ну, очень, короче, низкая цена. Максимальное количество токенов и температуру можно не выставлять. Нам важно поставить, чтобы прописать задачу, роль user. И здесь прописываем следующий как бы промпт. Все промпты, я еще раз говорю, я беру всегда со своего телеграм-канала, то есть я захожу в раздел с промптами для искусственного интеллекта, в данном случае для ChatGPT, и перехожу в раздел с промптами и копирую тот промпт, который мне нужен. В данном случае мне нужен промпт для Perplexity, поэтому я захожу в оригинальные промпты, вбиваю Perplexity и, соответственно, копирую тот промпт, который мне необходим. В данном случае промпт будет выглядеть следующим образом. Смотрите, здесь будет create a summary in this article, то есть он, грубо говоря, ему говорю, создай краткое описание, найди в интернете более подробную информацию по этой новости, по этой статье. И здесь моя задача сейчас сделать отсылку на вот этот вот Notion, на эту статью. Значит, что я здесь выбираю? Я выбираю Notion, вот Notion Database, и выбираю раздел вот этот вот property value и выбираю URL на донор. Вот она так и называется, URL на донор. Выбираю URL на донор и выбираю раздел plain with text. Все, теперь этот раздел ссылается на этот раздел в Notion, то есть на вот этот вот URL на донор. И он переходит на этот URL на донор и уже генерирует мне контент. Давайте покажу, как этот промпт выглядит в переводчике, да, если кому интересно. Значит, создай краткое изложение этой статьи, сделай его очень подробным, охватывающим все, что происходит, только в более сжатом виде. Если вы не можете прочитать контент, просто укажите ND и ничего больше. Если вы все равно собираетесь ставить подробное описание контента, не ставьте ND только если вы физически не можете его получить. Сейчас расскажу, что это такое, как это работает. Окей, нажимаем ОК, все, у нас Perplexity автоматизация заработала. Следующее, нам необходимо поставить роутер. Роутер мы ставим для того, чтобы мы могли создавать, например, из одной новости сразу же несколько контента для разных соцсетей. Например, для Дзена, для ВК, для Инстаграма, для Тредса. Эти все будут тип контента у каждого свой. И глупо одну и ту же новость подгонять то есть создавать один тип контента и дальше с ним уже самостоятельно вручную работать. Нет, мы будем создавать для каждого типа контента, для каждого типа соцсетей мы будем создавать, соответственно, свою новость. Значит, здесь мы будем создавать, например, новости для Инсты, здесь, например, будем создавать для Threads. Вы там уже можете добавить дополнительные разделы в роутере, чтобы было больше, соответственно, ответвлений. Но нам необходимо сделать еще одну настройку. То есть мы здесь в промпте прописали, что если у тебя будет состояние, то есть ты, если не сможешь прочитать, зачем нам тратить токены, тратить на генерацию контента, если он не сможет прочитать главную новость. Мы здесь должны поставить фильтр. Добавляем set и здесь в название фильтра прописываем это верный URL. Здесь прописываем NA и здесь делаем отсылку именно вот на Perplexity. Для этого мы выбираем Choose Message Content. Все. Нажимаем ОК, и теперь здесь стоит фильтрация. Если URL неверный, либо он его не смог прочитать, он дальше, соответственно, эту автоматизацию не запускает. Это очень удобно. Ну а дальше мы уже используем наш стандартный чат GPT. Prompt. Здесь у нас должна быть включен наш чат GPT, должен включен быть наш APK, наш Organization ID. Как это сделать, я рассказывал в первых видео про Mac. Сейчас не вижу смысла большого повторять этот процесс. Здесь у нас уже подключен, мы выбираем модель будем использовать 4O.
Здесь прописываем максимальное количество токенов. Максимальное количество токенов я рекомендую прописывать всегда. То есть максимальное количество токенов не дает выйти за какой-то предел. Иногда ChatGPT может забыться и написать слишком объемный большой текст. Максимальным количеством токенов мы его, соответственно, останавливаем для того, чтобы он не создал слишком большой текст, потому что он может уйти от промпта и соответственно, сгенерировать текст слишком большим. Выбираем роль, это user, и здесь прописываем, соответственно, промпт. Промпт я также буду брать со своего телеграм-канала. Я ввожу просто ключевое слово make и ChatGPT и вбиваю следующий промпт. Значит, смотрите, этот промпт говорит о том, что мне нужно создать пост для социальной сети X. Ну, Threads, X, Twitter, он, в принципе, контент похож. Здесь прописывается количество символов, которые он должен использовать. Здесь прописывается язык, на котором он будет использоваться. Почему я пишу все промпты на английском языке? Стараюсь использовать на английском языке, а внутри промпта уже говорю, на каком языке, чтобы он дал ответ. Мы знаем, что искусственный интеллект лучше работает, и база данных лучше работает именно на английском языке. Поэтому он сначала все делает на английском языке, а дальше уже под нас подгоняет на русском языке. И здесь делаем отсылку на тот summary, который, соответственно, нам сгенерировал Perplexity. Для этого мы выбираем Choose и здесь выбираем Message и Content. Все, теперь он будет давать, соответственно, на основе вот этого вот summary генерировать наш пост для социальной сети. Здесь в промпте полностью написано те требования, которые я выставляю перед контентом, то есть это должен там быть четкий призыв к действию, это должно быть четкое количество символов, то есть здесь достаточно большой объемный промпт, который больше похож на мой стиль повествования. Это очень удобно. За основу промпта я беру свои промпты с Телеграма и дальше их подгоняю под себя с помощью того же искусственного интеллекта. Окей, здесь в принципе все готово, максимальное количество токенов вставлено. Здесь, кстати, количество токенов можно еще уменьшить. Да, мы пишем все-таки промпт для социальной сети, там Twitter, X, и, соответственно, добавляем. Значит, для Threads нам не нужны никакие изображения. Следующее, что нам необходимо сделать, это сгенерировать заголовок для, соответственно, этого поста. Что мы вбиваем? То есть мы также создаем Create a Completion Prompt, вбиваем сюда модель, которую будем использовать, это 4O, System с названием, максимальное количество токенов, но здесь, в принципе, можем не использовать максимальное количество токенов, роль user, и здесь мы должны прописать промпт, благодаря которому он создаст нам заголовок. Я буду использовать следующий промпт, где я прописываю, что мне необходимо сделать заголовок для этого поста из 3-5 слов и, соответственно, беру результат. Вот видите, результат с этого поста. То есть вот отсюда он должен взять пост и создать к нему заголовок. Все, нажимаю ОК. Здесь прописываю максимальное количество токенов. Ну, пускай это будет 100 токенов. Нажимаю ОК. Все, у нас следующий заголовок создался. Мы можем здесь изменить название. Здесь, например, мы генерируем пост. И здесь, например, мы генерируем заголовок. Нажимаем ОК, все, пост у нас создался, заголовок создался. Сейчас необходимо все это выгрузить, соответственно, в наш Notion, в нашу таблицу, которую мы с вами создавали. Если нам необходимо сюда добавить еще изображение, например, мы создаем пост, где необходимо создать еще изображение, обязательно посмотрите видео, в котором мы создавали изображение. Можно поставить просто стандартный DALL-E, и DALL-E будет нам генерировать изображение. То есть мы сюда вбиваем DALL-E, и DALL-E нам будет генерировать изображение. А можем сюда поставить блок от Midjourney, то есть который мы с вами создавали. То есть мы берем этот блок, который у нас уже готов для Midjourney, и просто его добавляем сюда, и нам уже Midjourney будет генерировать хорошее изображение для этого поста. Можно, конечно же, еще раз говорю, создать Generate Image с помощью DALL-E, но в данном случае для Threads нам
не нужен Dali, но если вам нужен, соответственно, вы его поставите. Если вам нужен блок от Midjourney, то есть который мы с вами создавали там в предыдущих видео, либо посмотрите предыдущее видео на канале, либо, соответственно, воспользуйтесь той автоматизацией, которую мы создали с помощью загрузки, то есть импорт, blueprint и выгрузить, соответственно, весь этот шаблон, и там уже будет полностью готовый шаблон из Dali и с другими социальными сетями, которые вам только нужны. Хорошо, значит, генерируем заголовок. И следующее, нам необходимо выгрузить все это в Notion, в базу данных Notion. Для этого мы выбираем Create a Database Themes. И здесь выбираем тот раздел, куда нам необходимо все это выгрузить. Значит, автогенерация контента у нас называется этот раздел, да, автогенерация контента. И здесь вбиваем, соответственно, Database Team и выбираем Database ID, то есть куда это все выгружается. Это выгружается в контент для социальных сетей. Копируем также, как и в первый раз. И ищем контент для социальных сетей. Сейчас он должен прописать здесь ID и подгрузить все те строки, вот, которые мы с вами создавали. То есть это название поста, URL на картинку, пост, URL на донор, статус, платформа. Значит, здесь нам необходимо выгрузить пост. Для этого нам необходимо взять пост, который он создал. Вот ChatGPT, видите, он моргает. Здесь название поста, он берет с результата. И здесь, соответственно, выбрать платформу, например, это у нас создается для Threads X, мы выбираем платформу. Здесь создается статус готов к публикации и ОК. Все. У нас этот весь процесс будет выгружаться непосредственно в наш Notion вот сюда. То есть все. У нас, в принципе, автоматизация готова. Следующую настройку нам необходимо, чтобы после того, как был создан пост, например, мы создали пост, в данном случае, вот смотрите, у меня для Threads пост создается для Дзена, для Инстаграма, и, соответственно, роутер все это распределяет. С одного поста мы делаем с одной новости мы делаем много постов для разных социальных сетей. Но здесь мы в конце еще добавляем следующую штуку. Мы добавляем изменение статуса. Как это сделать? Давайте я вот на этом примере покажу. То есть мы создаем Notion. И здесь выбираем Update Database Team, то есть мы изменяем базу данных для выгрузки. Здесь выбираем Select, здесь ищем тот же контент для социальных сетей. И здесь меняем статус на опубликованный URL. Вот, опубликованный URL. Единственное, нам необходимо задать, что это за база данных. Название поста можно взять отсюда, это результат, это заголовок поста, он, то есть, изменит еще название поста. И здесь нам нужно взять базу данных, откуда, соответственно, он все это будет брать, а база данных находится вот в первом Notion. Это мы выбираем первый Notion, Database Teams ID. Вот он. И сейчас он должен вот моргать, да, что мы отсюда берем. Так, видите, я его не оттуда взял. Нам нужно именно с первого Notion, то есть вот он, Database Team ID. Вот отсюда ID это мы должны взять. То есть куда мы должны внести корректировки? Мы должны внести корректировки именно в этот ID, в эту базу данных. Все, сохраняем и давайте проверим, как это работает. В идеале, если мы будем использовать несколько социальных сетей, то это будет несколько разделов, и вот этот вот раздел последний, он должен находиться в самом конце, для того, чтобы изменения, соответственно, эти произошли именно в самом конце. Ну, либо один раз он должен здесь располагаться. Давайте вот эти все лишние элементы мы с Notion сейчас уберем, чтобы они не мешались. И сюда добавим какую-нибудь ссылку. Ну вот, например, ссылку на эту новость мы сейчас возьмем, добавим сюда, создаем новый пост, URL донор, вот эту ссылку на эту новость, даже название не будем менять. Окей, значит, у нас создался новый пост с ссылкой, и давайте сейчас проверим нашу автоматизацию, как она работает, которую мы составили. Здесь еще одно важное дополнение. Мы не совсем до конца правильно установили фильтр. Смотрите, здесь необходимо выбрать вот этот вот вариант. Does match pattern case intensive. То есть он не должен быть равен именно NA. И тогда у нас автоматизация заработает и пойдет нормально.
То есть вот этот вот фильтр. Здесь все тоже оставляем, но единственное меняем вот этот вот статус. Does not match pattern case intensive. И запускаем процесс. Да, и все. И он изменил, соответственно, статус. Значит, давайте посмотрим, что у него получилось. То есть у нас здесь был пост, который мы подготовили. Он теперь добавил пост в threads, поставил его статус, что он готов к публикации. Давайте посмотрим сам пост, как сейчас выглядит. И тот пост, который мы сделали, он изменил на опубликованный URL. Давайте посмотрим, как этот пост выглядит. Мы его можем здесь открыть, здесь, соответственно, посмотреть. Ищите способы улучшить маркетинговое агентство. AI может помочь с автоматизацией задач, улучшением таргетинга, созданием контента, использованием новых инструментов, таких как... Давайте возьмем еще одну какую-нибудь публикацию. Вот, например, возьмем еще вот такую публикацию и сделаем еще одну попытку. Прописываем название. Вот так вот она будет называться. Здесь опять появилась идея. Заходим в Make, нажимаем Run. И нам, соответственно, уже собираются все новости, добавляется, генерируется пост, генерируется заголовок, добавляется все в Notion, изменяется в Notion процесс. Значит, давайте посмотрим, что он сделал. Он, значит, обновить необходимо. Он, значит, вытащил этот пост, добавил его, по идее, он должен добавить его в архив, да, сменил статус на опубликованный URL. И здесь добавил пост. Вот, Zoom. И смотрите, да, узнали, что Zoom хочет стать AI первой платформой для сотрудничества. Уже внедрены функции автоскринбации, переводы, создание субтитров на основе ИИ. Встречайте Ava, ваш новый ассистент встреч. То есть новость о том, что в Zoom была добавлена новая как бы функция. Все, таким образом мы и создаем контент, новостной контент, либо добавляем какие-то статьи. Весь текст, который, соответственно, он здесь прописывает, весь текст будет зависеть от того промпта, который вы ему задали. Конечно, этот промпт больше ориентирован на threads. Когда мы будем делать там промпт для инсты, для этого мы просто сюда добавляем, копируем эти же блоки, просто вот так вот берем, копируем эти блоки, и вставляем их сюда, изменяя промпт, что этот теперь будет промпт именно для инсты. То есть меняем статус. Единственное, когда мы будем это делать, нам необходимо здесь этот раздел удалить, потому что он будет, соответственно, здесь оставлен. И результаты мы генерируем пост, например, переименовываем его, генерируем пост для инсты. Нажимаем ОК, здесь количество символов, соответственно, уже увеличиваем для инсты. Для этого можно взять готовый промпт в нашей базе промптов. Здесь выбираем пост, ссылку на что он будет ссылаться. Здесь мы выбираем, соответственно, уже результаты с этого блока, и результаты с этого блока, видите, они автоматически подтягиваются, и изменения, которые будет носить, он будет носить в этот блок, и название поста уже брать именно из этого блока. И здесь можно сделать неограниченное количество публикаций, то есть неограниченное количество разделов, например, вот как это выглядит в моем случае. И все это поставить таймер, запустить автоматизацию, и раз в 12 часов вам будут генерироваться и создаваться, соответственно, отдельные посты. Все это таким образом работает быстро, надежно, и вам остается только искать какие-то новости, добавлять их в свой Notion календарь, и весь контент будет вам генерироваться и создаваться. И еще один блок, который стоит здесь сюда добавить, это блок, называется Append to Page Content. Блок занимается тем, что он как бы добавляет ваш контент, делает его более интересным для чтения. Вот самый банальный пример вот вам покажу, чтобы пост выглядел вот таким вот образом. То есть мы добавляем сюда заголовок, добавляем, соответственно, параграфы из того контента, который создан был здесь. Значит, что необходимо сделать? Давайте я вам на новом покажу. То есть мы добавляем модуль Notion и вот этот вот Page Content.
То есть, грубо говоря, добавление в информацию о странице. Здесь нам единственное нужно выбрать, опять же, наше подключение. И здесь нам необходимо выбрать базу данных именно вот с этого элемента, с элемента, который мы только что создали. Значит, как его сделать? Мы выбираем Database Items ID. Вот он, видите, моргает. Выбираем эту базу данных и здесь добавляем уже весь необходимый процесс. В качестве процесса мы используем параграф. То есть параграф — это то, что будет давать заголовок этому посту. Значит, параграф оставляем, дальше нам необходимо прописать параметры этого параграфа. Значит, в качестве параметров параграфа мы выбираем контент, то есть результат от генерации заголовка. То есть это будет прописывать заголовок в более привлекательном виде. Дальше нам необходимо добавить сам основной текст, то есть это уже будет параграф. Так, стоп, мы здесь выбрали параграф, нет, здесь выбираем заголовок. И прописываем, соответственно, название. Здесь прописываем текст и здесь прописываем название этого заголовка, который мы берем из названия заголовка. Дальше мы прописываем параграф, то есть основной текст, и добавляем сюда результат от генерируем пост в Threads. Вот этот результат берем. Здесь, в принципе, все, больше ничего дополнительно не забиваем. Нажимаем ОК и все. И вот эта вот база данных, она у нас, соответственно, создается сюда. Я здесь сейчас удалю этот модуль. Я здесь что сделал еще дополнительно? То есть я дополнительно сделал генератор постов для инсты. Здесь был генератор постов для Threads, для инсты, для Telegram. И теперь вот, как вы видели в самом начале видео, то есть я добавляю сюда одну ссылку, создаю новый пост, новую идею, и система уже начинает работать с этой ссылкой, с этой идеей и генерирует мне, соответственно, контент для всех социальных сетей. Я считаю, что это крутая автоматизация, которая позволяет быстро создавать большое количество контента на основе тех новостей, которые мы сюда добавляем. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. С вами был Грызуевич. Пока.